Какого нам дяденьку посчастливилось встретить? Федя, что, здравствуй. ты VPN вмонтировал себе или что? Вмонтировал, да. И не только VPN, Нифига я себе. еще себе лабораторию премиума взял. А то вы любите шкодить. Каким образом? Давай, брат, по порядку будем. Как ты меня Подожди так секундочку. Каким образом мы любим... Подожди секундочку. Каким образом мы любим шкодить? Не понял. Ну, любите шкодить. А как ты ушел, когда Я вот же мы тебе с тобой вопрос задал. В попрощались? смысле шкодить? Что ты сказал Ты своим можешь... зрителям? Я не помню уже. Напомни. Вот то ты вспомни, пересмотри свой ролик. Давай, Я что, не по помню, что это? даже... Я даже не помню, о чем мы с тобой общались, чувак. Ну, я не чувак, во-первых, Федь, перестань. Я ж тебе Как не говорил, чувак? как меня звать. Подожди, чувак, это же человек, уважающий высокую американскую культуру. Как не чувак? Чувак. Нет, не чувак. Во-первых, чувак это другое значение. Если даже у этого А слова какое? что-то новое, Смотри, то человек, при чем тут уважающий американская высокую культура? американскую... Ты что, не уважаешь американскую культуру высокую? Не больше своей. А зачем ты пользуешься тогда культурой американской? Как я ей пользуюсь? Ну, сейчас говоришь в американский гаджет. И что? Разве А это что не русский? культура? Конечно. Это Это не именно культура культура. сегодняшняя. Это Нет, это культура. производство. Нет, есть этика, эстетика, есть культура, производство. Это все культура, понимаешь? Это одним словом американская высокая культура. Слушай, ну шут с ним, с культурой. Как там живется-то тебе, ну, без родины, без флага-то? Почему я в родине живу своей? В Какой? Украине. В Украине. Так, подожди, родной. Ты меня теперь опять в тупик ставишь. Следуя твоей логике, нет у тебя там страны, государства. Почему так считаешь? Ну, если, как выходя из последнего нашего разговора, вернее, из единственного нашего разговора, ты не согласен с теми формулировками, которые, когда Крым выходил, отделялся от Украины, вот ты как бы с этим со всем делом не согласен. Я не считаю, что он отделился от Украины. Он А, просто аннексирован. ну вот, да, я тебе про это и говорю. Я не понял, почему здесь государство мое Украина к тому, что страна чужая пришла, аннексировала временно, я не понял. Ну, это говорят украинцы и европейцы. А россияне говорят, что сецессия была. Сессия процедура, она должна как-то соблюдаться же, ты согласен? А, процедуру мы должны соблюдать. А не надо соблюдать сессию? Я не знаю. Надо? А что ты заикнулся об этом слове и не думаешь, что не Надо? надо? Подожди, я у тебя спросил. Федя, подожди, ты меня прекрасно понял. Ты опять вляпался немножко. Просто теперь манера моего Чего я поведения, вляпался? разговора Я будет говорю, немножко процедура, другая. Потому что процедура твой соблюдения. зритель Я воспринимает понял, подожди. доброту за слабость. Видишь, ты меня перебиваешь. Процедура сецессии должна соблюдаться или нет, как ты считаешь? Для того, чтобы называться сецессией. Иван, должна соблюдаться процедура не только сецессии, вообще любая процедура должна Вот. соблюдаться. Зачем ты называешь это сецессией, если процедуры не было? А почему ты называешь... Я же тоже так же буду, на какие-то Это что, ты примеры вопросом на ссылаться. вопрос будешь Подожди. отвечать, да? Когда вот Я понял. Украина образовывалась как самостийное независимое государство, формулировку помнишь? В связи с чем это образовалось? Напомни, ты о чем? О госперевороте в Москве В каком году? в 91-м. В Москве был переворот в 91 году? Покажи мне, где такое было. Этот раз-то я умнее оказался. Давай. Федя, подожди. Давай. Ой, Иван, извиняй, мне, а то я... мне решение суда, кто там признал Зачем? переворот. Какое решение? Ты что, своим властям не доверяешь? Не, смотри. Дело все в том, что для того, чтобы признать это переворотом, это должно быть решение Конституционного суда или съезда народных депутатов Ты постановлением. своим Все остальное, властям, слова, Иван, не доверяешь. бабка на лавочке сказала, мне это не Обожди, интересно. дорогой. Так, подожди. Сейчас мы покажем Так мне тебе. решение ищи, мне решение. Какое решение? Ну кто зафиксировал переворот на России в 91 году? Так, обожди, это не тот документ. Сейчас найдем. Что мне решение?
Все медиафайлы. Вот так. Хоп, а то у меня половина тут в другом формате, и поэтому не показывает. Давай, 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 давай. Что ж такое? Почему он дублируется? Включи мне любой, я почитаю, что у тебя за файлы. Что-нибудь включи, я почитаю. Так. Википедия плохо, да, сжал. Плохо с Википедии взялась. Нет, это тут у меня, понимаешь, два разных монитора. Я говорю, с Википедией плохо, видишь, как оно расширилось. Вот Википедия пользуется Википедией, понимаешь? Вот ты мне открыл Википедию, я тут Нет, ничего не это понимаю, ваша что написано. Википедия. Не, я говорю, Википедия Ты не Википедией можешь, да, пользуется. прочитать? У тебя отзеркалено? Ну, первое, 24 августа 1991 года, Верховный Совет Украинской СССР. Дальше все. Подожди, не надо, потому что еще больше расплывается. Под председательством Леонида Кравчука. Дальше ничего не понятно вообще. Все размылось. Так прочитай мне, я тебе поверю. 24 августа Так 91 убери, года потому что сильно расплывается. Давай тебя буду лучше смотреть. принял акт провозглашения независимости Украины, который, исходя из смертельной опасности, ну понял, да, теперь? Нет. Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 91 года. Так. И? Что и? Что ты, к чему ты ведешь, я не понял. О процедурах. О каких процедурах? Акт провозглашения независимости, это нет. Нет, понимаешь? Подожди, сейчас я тебе другой документ покажу. Я тебе покажу. Ай-яй-яй. Чувак, извини меня. Нет. Я пока... Подожди, Иван. Да, в смысле не собьешь, я ходы ваши знаю наперед. Этот раз у тебя не получится так просто, Иван. Так, чтобы... Народ, не верьте ему, бегите, он вас обманывает. Он вас обманывает. А знаешь, мне Сейчас, еще я тут, понравилось... я тебя слышу. Подожди секундочку, я звук включу. Давай. Мне еще... ты еще и звук выключаешь. Ну, я говорил по телефону, я же тебя попросил подождать секундочку. Зачем ты наваливаешь? Я же тебя не слышу все равно. Хорошо. Зачем? Мне знаешь, еще понравилось, когда как-то общаясь с кем-то, я не помню с кем... Ну, я ролик твой смотрел. Ты говоришь, что, я экстрасенс, что ли? Вот тут я тоже прям засмеялся очень сильно, да. Ну, так что, про процедуры начнем? Я тебе... Да, про процедуры. Так, давай. Процедура сессии, как происходит? А при чем тут сессия? Мне надо было Мы из же о тебя сессии выдавить говорим. важность процедуры. Чтобы было для тебя важность Что не так? процедуры. Объясни. А то вы Можешь настаиваете на... Скажи, о чем ты говоришь? Можешь как-то более детально? Давай. Конечно. Я пока не понимаю. Давай. Смотри, сначала я тебе говорю, как тебе живется без родины, туда-сюда. Ну, без государства. Страна существует, спорю нет. Понимаешь? А какие признаки государства? Подожди секундочку, смотри, есть такая штука, признаки государственности. Есть разные родные штуки. Подожди секундочку, подожди. Признаки государственности и государствообразующий процесс. Да. Какие ты знаешь государствообразующий процесс? Никакие. Я просто вижу то, что у вас происходит, это То, что просто ты видишь, обычная гетманщина. То, что ты видишь, это твое личное мнение. Ты можешь Конечно, согласоваться и там даже под галочкой. субъективное. Зачем оно мне нужно? В чем прикол твоего мнения? Зачем мне нужно? Ну, может, ты как, допустим, человек, который практикуешь какие-то там расслабляющиеся практики, может, ты меня, так сказать, научишь? Наслушался обо мне, смотри, нашел информацию обо мне, молодец, конечно. Ну, я тебе вообще ничего не знаю, потому что ты Сашко. И все, Сашко, все, что помню о тебе. А ты по мне все нашел, молодец. Зачем нашел? Ты сам об этом всем показываешь. Нет. Ну, там, в Фейсбуке всякие разные там. А и ты в Фейсбуке нашел меня? Слушай, Мне же надо знать.
Подожди, Сашко, скажи моей аудитории, пусть подпишутся на Facebook и на YouTube на меня. Да я не помню, где я видел эти фотографии. Скажи, подпишитесь на військового экстрасенса. Давай, скажи. В конце беседы скажу. Ты переключишься сразу, я тебя знаю. Ты хитрый, Ванька. Сашко, смотри, смотри, мы с тобой ни о чем говорим. Давай как-то ближе к теме. Ну Что да, тебе смотри, ты утверждаешь, и не только ты, а люди, которые оправдывают, ну, происходящее, да, хотя происходящее вообще как бы не тема сейчас нашего разговора. Я оправдываю происходящее? Не сейчас, а 10-летней давности назад, понимаешь? Смотри, Давайте если важна серьезный вопрос я процедура, задам. если важна процедура для нас, для людей, да, то что отход Украины, Украинской ССР от СССР получается неправомерный, понимаешь? А у СССР отход от СССР неправомерный? Да. А как он прошел у нас неправомерно? Процедуры были не соблюдены. Какая должна быть процедура, скажи? Референдум, понимаешь? Все, Референдум? да, Сошлись на закон, на Конституцию Советского Союза. Сошлись мне на пункт, где написано, что для того, чтобы отсоединиться от СССР, Ванька, перестань, я же сказал, я должен быть референдум. подготовился. Я же сказал, я подготовился. Статью Советского Союза, давай. Базар жоп, как у нас раньше говорили, базар жоп. Да называй уже. Ну, что зачем я тебе покажу, прямо вот сюда выведу? Зачем я буду Давай, называть? выводи, давай. Давай, обожди, родной. Сейчас мы... Так, давай. Так, это поменяем. Опять ты мне что-то включаешь, не видно ничего. Да, я тебе только подожди, я поменяю. Ну что ты. Поменяй. Так, что ты хотел? Закон о выходе из СССР. Вот тебе здрасте. Нет, смотри, я не о выходе из СССР. Ты слышишь вопрос мой? Что? Ты вопрос услышал? После того, как Советский Союз распался, какая должна быть процедура восстановления государственности? Обожди, родной, ты куда-то далеко зашел. Согласно Конституции Советского Союза. Смотри, мы же далеко не выходили. Зашел. Ты смотри, еще раз. Мы еще раз, смотри, мы же сегодняшний остаемся, Сашко, завтра будет завтра. Мы же не выходили из Советского Союза. Не выходили. Поэтому я тебе говорю, найди меня согласно Конституции Советского Союза. Вы вышли просто незаконным образом. Мы не выходили. Мы не можем выйти из того, что пропало. Оно исчезло. Родной, ты мне про алматинскую встречу сейчас напомнишь? Про Алматинскую конференцию я тебе говорю о том, что рухнул-то когда Советский Союз? Ничего, брат, не рухнуло. А ну, секундочку, я же секунду, подготовился. Подождите. Хочешь, включу и на это? Ну, зачем уходишь? Ну, зачем? Звонят тебе часто в беседе. Я и про Алматинскую подготовился. Как я тебя ждал. Как я тебя ждал, хороший ты мой. Ой. А про Алматинскую включим, пока человек разговаривает. Включим про Алматинскую. Так, я тут, алло. Да. Про Алматинскую. Судя ситуацию, сложившуюся после... Так подожди секундочку, я еще вопрос задал. Ты смотри, Алматинская конференция. Да. Это был развал, это был день окончания Советского Союза. Вообще дай нет, мне документы. Вообще нет. Дай мне документы, пожалуйста. Они не имели права это делать. Это не был Сашко, съезд, это был всего лишь совет. Сашко, мне нужны документы. Свое существование прекратил Советский Союз 26 декабря. Сепаратистским, незаконным образом он прекратил свое существование. Решение суда, что это был сепаратизм. Какого суда? Я тебе скажу, смотри, ты сейчас меня уроешь. Ты мне показываешь решение суда, я такой, блин, Сашко, все, меня уже, капец, я проиграл. Давай. Какого суда ты ждешь? Какого? А какие суды регламентируют такую ситуацию? Так, понимаешь, развалилось незаконным образом. Какой суд ты ждешь? Стоять. То, что он незаконен, смотри, до решения суда все законное. Только после решения суда оно может быть незаконным. Показано решение суда. Произошли предательские действия. Суда никакого нет. Если бы в Москве отстояли, тогда, может, был бы и суд. Смотри, если бы, да как бы бабка, новости ты не включил. Саш, это как-то по-детски, серьезно. Ну, Иван, я говорю, документ. Смотри, Сашко, я говорю лишь о том...
Не перебивай меня. Я понимаю, что неудобно, опять больно будет. Смотри, Да не будет больно, документация мне должна тут быть. раз не Вот было когда у вас больно. был, я же тебе напомню, помнишь, у вас был переворот в 93 году, там есть все документы. Тогда ты мне говоришь, Иван, у нас был переворот в 93 году, вот решение, вот постановление. Я такой, все, я проиграл. Оно действительно есть. А Ты мы с тобой согласен. не играем в А войнушки. тут, я понял, а тут смотри. Вот это а тут главная смотри. проблема. Да-да-да, не съезжай с темы. А тут смотри вопрос в чем. Что тут кто-то что-то сказал, кто-то там обозвал кого-то, сказал что-то неправомерно, а тут правомерно. Это ни о чем. Правомерность регулирует суд. Или международный суд, если это международное право, или национальный суд, если это национальное право. Ну, какие ты суды знаешь? Вообще, какие существуют суды? Да вообще никакие. Вот. Конституционный суд, нарушение Конституции. Подожди, ты выдает сейчас решение. забалтываешь, ты Суд прекрасно конституционный. понимаешь. Почему? Иван, ну подожди. Ну Как я что ты понимаю? Я не самое- понимаю. Я считаю, что Почему ты распался нашу- Советский один Союз вопрос. 26 декабря. Один 26 вопрос к декабря. тебе. Почему ты нашу беседу воспринимаешь как батл рэпа какого-то, как победа и проигрыш, а не как донесение информации до наших зрителей? Потому что у нас идет спор. Если бы ты со мной совсем соглашался, вот я говорю, ты говоришь, понял, согласен, тогда бы это было донесение информации. Диспут Поскольку мы у нас спорим, идет. Диспут. поскольку мы спорим, а спор это соревнование какое-то, понимаешь? Спор Вот это это ты соревнование. споришь, я как в футболе, дискутирую. как в боксе, как вот полемика, да, спортивная полемика такая у нас между тобой и мной. Поэтому я так сказал, знаешь, и так, проиграл. Ты к этому не цепляйся. Это вообще, это просто ты мне время тянешь этим. Смотри, Ну, ты давай меня я тебе сидишь вопрос тут задам. забалтываешь, Сашко, а я, значит, пока- должен играть по правилам. Скажи мне, ответь мне, Нифига ты, есть Ванька, какие-то, хитрый. ответь, пожалуйста, мне, есть какие-то документы? Если нет, я тебе вопрос задам интересный. По документам. Задавай вопрос интересный. Скажи, ответь мне документов, ответь мне, чтобы я зафиксировал. Ну я ж тебе до этого сказал, что произошло то-то, то-то, и документов Не-не-не. нет, потому что суда Нет, не всё. было. Все, Суда я не понял. было. Смотри, Был хорошо, понял. всесоюзный бардак, предательство. Все, Сашко, все, понял. Это неинтересно вообще. Смотри, значит, дальше идем. Теперь у меня такой вопрос интересный будет. Сейчас. То, что Тоже произошло у вас 10 Смотри, лет назад, слышишь, поищешь потом, и потом в следующий раз опять мне будешь это рассказывать обо мне какую-то историю. Сейчас, А ты интересно, второй ролик постановление. тоже, да, посмотрел? Ах, Ванька. Не, я не... А ты что, 2 ролика выпустил уже? Да, я после того, как я тебе предлагал встретиться, Не, я ж ты твой ничего сайт не не знаю. ответил, и я взял на себя, так Я ж твой сказать. сайт не интересуюсь с тобой, твоим надо, каналом. Ваня, Это надо быть в не курсе. интересно. А зачем нам не нужно? Не надо. Надо. Сейчас, секундочку. Ну давай я свой запишу, выстрел, посмотрю. этот, контрольный, короче. Не, контрольный, я просто хочу, чтобы ты... Вот мы же говорим о процессе сецессии, там, да, вот этих вот всех штуках. Да это, понимаешь, это я все называл, чтобы определенное из тебя вытащить. Я понял, сейчас. Нет, так подожди, ты уже ж мы о Крыме говорили. Ты там про Мы Крым не говорил, говорили что о Крыме, была мне нужна процессы, была от тебя процесс был важность сецессии, процедуры, всё. вот о чем мы говорили. Подожди, Я, где же это вернее, постановление? пытался Я тебе- говорить. Я открыл специально постановление для себя и где-то его потерял. Блин, такая хорошая была постановление у меня. Блин. А, сейчас я забью по-новому, подожди, сейчас. Иван, если вы тянете резину, чтобы там мне что-то, я же говорю, у меня Касперский премиум. Не, я еще раз. Сейчас, секундочку. Так, постановление 6 марта. 6 марта. Если Верховный вы готовы Совет, лабораторию Касперского Верховный- вскрыть, то да. Верховный Совет Крыма. Так, оно сейчас откроется мне. А, вот оно. Постановление. Вот, открывай. У тебя же есть гаджет под рукой еще один. Да. Не, ну да ты как это домашку мне даешь, или что ты мне это... Да. Ну Ты сейчас говори, просто, оно же по- запись, ёшкин зелёный. Открой. Постановление Верховного Совета АРК Автономной Республики Крым от 06.03.2014. Открываешь? Ты дальше хочешь... Я не пойму Хорошо. просто тебя. Ты беседу Хорошо, я тебе хочешь читаю. продолжить? Есть такое постановление, смотри. Верховный Совет Автономной Республики Крым. Постановление от 6 марта. 6 марта. Помните, Да. когда был референдум в Крыму? Какого марта? Неважно, это вперед. Это важно. 16 6 марта марта был еще референдум. не было референдума в Крыму. Правильно. Референдум был 16 марта. Я не помню А постановление, точную дату. постановление 6 марта. Теперь смотри. Постановление от 6 марта 2014 года о проведении общекрымского референдума. 6 марта. 10 дней до референдума. Теперь первый пункт. Верховный Совет Автономной Республики Крым постановляет уже
уже постановляет войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Как тебе такое постановление? 6 марта, до референдума еще. Он уже определили этим постановлением, что вы входите в Крым, что Крым входит в Российскую Федерацию. Вы входите Как тебе такая в Крым? процедура ассоциации? Господи, боже мой. Ванька, Что? ты меня пугаешь, ё-моё. Как тебе такая... 6 марта Крымский парламент выдает постановление, в котором уже включил Крым в часть Российской Вот я тебе вот различаешь Федерации. разницу, понимаешь? Ты понимаешь, Совет ты понимаешь, насколько, и ты понимаешь, насколько съезд. все, насколько нарушено было все? Ты понимаешь, Да. насколько нарушена Совет процедура и ассоциации съезд. было? Так, ты смотри, я тебе дал домашнее задание, подготовься в следующий раз, буду спрашивать. Того я тебе уже отвечаю. Совет и съезд. Что в Совет и съезд? Ну Ты о чем? вот. Ребус, Парламент Крыма. ребус. Парламент Для- Крыма для выдал третьего постановление. класса. Смотри, Иван, перестань. смотри, а во втором пункте, в первом пункте, смотри, войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта А Российской медальку Федерации. за 22 февраля ты мне не Видишь, как ты покажешь? горишь. А второй пункт Что я назначить буду? на 16 марта выборы. Вот это референдум общекрымский, включая город Севастополь, только во втором пункте. А первый пункт уже включил в состав Российской Федерации. Ты не Представляешь? понимаешь, Вань, я объясню тебе мою логику вообще, в принципе. Нет у тебя Когда логики, вы- чувак. Ты очень творческий для логики. У тебя нет аналитического мышления у тебя. Да. Тебе надо петь, тебе надо выступать в цирке надо выступать тебя, потому что логика у тебя не работает. Подожди, все работает. Я только объясню тебе. Понимаешь, когда вот обычно беседа, нас же мало с Европы блогеров, которые на подобную тему, да, вот такие, ну, как дискуссии ведут. И вы привыкли с россиянами разговаривать. Но разница в чем? Понимаешь, вы там за границей, за какие-то правовые акты, а мы немножко сбоку за другое вам говорим. Мы вам говорим, даже не спорим. Мы не говорим, что это правильно, что это неправильно. Мы говорим, как это было, и удивляемся с вас. Если вы здесь говорите, что здесь неправильно, почему же вы здесь тогда говорите, что здесь сидя в правильно? Германии, то есть сидя в Германии, ты видишь, как у нас происходит в Украине. А я здесь нахожусь в Украине, имея и родственников, и езжу по Украине, все это смотрю и вижу, общаюсь, ты знаешь больше меня. Правильно А я это понимаю? не Просто для- доказательство. Смотри, я тебе объясню. Если Что не бы ты доказательство? жил, Ты о чем? если бы Ты о ты чем? жил прям на линиях разграничения, вот тут спору нет. А так как А ты Бахмут? хотя бы 100 километров живешь, это уже Стой, между нами не подожди делает секундочку. разницы. А Бахмут это что такое? Что такое? Город. Что такое Бахмут? Скажи? Город? Это что такое? Это линия разграничения или нет? А когда ты оттуда... Я тебе вопрос задал. Ну, когда-то был, да, когда-то нет. Сегодня опять нет. Сегодня это захвачена российская армия, захватила этот город. Ну, я и же говорю... То есть там когда-то города да, нет уже, там когда-то все, нет. там сожжено все. До прихода российской армии все стояло целое, пришла российская армия, все сожжено. Но если бы вы в поле бились, там бы все цело И было. там и в поле, Да. то есть ты правильно, смотри, ты имеешь в виду, когда Гитлер пошел в Сталинград, по-доброму зашел, никого, ни одного выстрела не было. Зашел себе, там обосновались немцы, там Третий рейх себе жил в Сталинграде. Зачем Красная Армия разбомбила Сталинград? Дом Павлова, Выбивает знаешь, немцев. что такое Почему Дом не в поле не Павлова? пошли? Чего они в поле не вышли? Красная Армия не вышла в поле, сказали, чуваки, Дом а ну давайте в поле будем знаешь, что воевать. такое Дом Павлова? Зачем? Вопрос. Зачем разбомбили Сталинград? Красная Армия, давай. Красная армия разбомбила Сталинград? Конечно, они выгоняли оттуда немцев. Там немцы же спокойно жили Да, себе. я Зашли же в тебе Сталинград. говорю Дом Павлова. Я знаю. Раздавали да, себе, раздавали ты свои аусвайсы, свои, сравниваешь знаешь? несравнимое. Подожди. Ты грушу Почему? и яблоко сравниваешь. Почему? Потому Почему? что Зашла, была смотри, война тотальная на уничтожение народа. Саша, ты опять говоришь творчески. Включи аналитику, пожалуйста. Логику. Вот тебе и Еще раз тебе говорю. аналитика, а это не Смотри, тотальная война. Нет аналитики, ты не думаешь аналитически. Зашла армия чужой страны на территорию Украины. Ее нужно оттуда выбивать. Нужно. Как только оттуда армия сдрыснула, как в Славянске, там прекратилась война. Почему, скажи, когда в Славянск зашел Гиркин, война была опять? Как только Гиркина туда вышвырнули, война прекратилась в Славянске. Слушай, а Почему в что, давай Сирии? немножко- Почему из Сирии вышла российская армия, там война прекратилась? О, Почему там, где Сирия, Россия, там это война при чём? кругом? А почему российская армия должна была находиться в Сирии? Если сирийцы Почему, сами, когда- подожди, если сирийцы Вопрос, сами не хотят за ты нее вопрос, биться. я тебе не говорю должна, я говорю, почему, когда российская армия покинула Сирию, война прекратилась?
Ты уверен, что там прекратилась война? По-моему, Конечно там же. все только начинается. А чувака, который издевался над людьми, который там тюремные пытки, посмотри, что он там, что делает в тюрьмах там в Сирии. Поэтому Кто я приютил тебе этого говорю, человека? это все Кто его начинается приютил? только там. Кто его приютил? Какая страна приютила этого диктатора? Ты про Асада Башара вот этого? Где он сейчас живет? Кто его приютил? Про него ты говоришь? Про него. В России он. Это был законный, Ай-яй-яй-яй. законный Смотри, Януковича, легитимный диктатора президент Смотри, ихней страны. Януковича приютил. Смотри, диктатор приютил, сам диктатор Путин приютил Асада, приютил Януковича, следующего будет Ким Чен Ин. Ты Там, или хотел бы, чтобы корейского как в диктатора. американцы, чтобы как Каддафи разорвали, да, чтобы как Хусейна повесили. Так ты бы хотел? Я хочу, чтобы так было с Путиным. Потому что это диктатор Нет, зло нет, сегодня. может лучше суда дождаться, что когда все туда. Слушай, мы сейчас с тобой говорим, смотри, мы сейчас с тобой говорим, как бабушки на лавочках. Меня такая тема не Конечно. интересует. Мы с тобой в Меня тот раз документы. вот так же говорили. Смотри, документация и пруфы. Все остальное мне с тобой не интересно, потому что ты не понимаешь этой ситуации. Я Ты нет- понимаю, ты это не- ты не У тебя хочешь аналитический понять. ум не работает. Вот у вас есть блогер там, Женя, знаешь, Очень такой? даже- Женя есть у вас блогер такой, знаешь? Вот с ним он аналитически думает. Что Когда с за ним говоришь, Женя? он кратко, я не знаю, как канал называется. «Сила в правде» называется канал. А, Он говорит, Евгений про- Сила в правде, да, классный Да, дядька. он кратко говорит, кратко и по теме. Он тоже обсирается со мной, когда общается, Да но он никто кратко с тобой говорит. не обсирается. Вы знаешь, Да послушаешь, послушаешь никакая наше с ним документация общение. у вас, понимаешь, не работает. У вас работает шоу. Вот эмоционально, да, вы А ты имеешь в виду вытягиваете. хромакей за тобой ты имеешь в виду? Хромакей это чтоб не заскучать, понимаешь? Чтоб Ну, там, тебе ну, это же веселее смотрелось. шоу это переводится как «не скучать». Шоу называется, не скучать. Да, Шоу. да, да. Чтоб шоу было. Да, меня интересует документация, понимаешь? Ты мне пока ничего не показал вообще сегодня. Опять ты А почему никуда она ролик. тебя выборочно интересует? Как это выборочно? Меня Как все ты интересует. ничего не Покажи показал? мне, пожалуйста. Я тебе показал. Покажи мне, Ты вопрос мне задал, я тебе отвечаю. Давай, Ты давай. мне показал, ты мне показал из Википедии, послушай. С твоей. Я сейчас зайду в ту С Википедию твоей. Я сейчас туда зайду и правку твоей. сделаю. Любой человек может туда зайти. Из России чувак может туда зайти и сделать правки. Ага. Ты мне хотя бы покажи хотя бы один документ. Один, не два, один хотя бы. Нет, ты То опять сгораешь, Саш. Википедии, значит, когда Ты за опять, сына Бандеру ты опять идет, вы пользуешься претесь в Википедией. Википедию. Я тебе ни разу не сослался на Википедию. Я тебе показываю документы. Статьи называйте, законы. Иван, так дело не пойдет, подожди. Вы, неудобно вас там тебе. 250 тысяч блогеров, и под каждого подстраиваться тоже дело. Мало того, ты что я там ерундой фотографии занимаешься. вот этих возле Ты камней занимаешься насмотрелся. ерундой. Ты хочешь оправдать нацизм вашей Най, страны. я хочу фашисты. оправдать, Ты не хочешь оправдать, а оправдать. донести, что как в тот раз Что произошло, донести? так и в этот раз произошло. Как называется это? Кто? В тот раз, что ты мне, о чем ты говоришь в тот раз? Про Такого не 91 происходило. год и про 14 Такого не происходило, я тебе говорю. Такого не происходило. Происходило. Это слова пустые. Происходило. Так Нет, покажи нет. мне какую-то Почему 10 документацию. судей у вас конституционный Покажи суд? мне 10 документы, я судей. тебе говорю, Раус, Саша, Аля, Раус. не Почему? забалтывай меня. Покажи мне документы, еще раз тебя прошу. Любой документ, Вот который этому когда противоречит, и власть все. ваша у вас в Украине сменится, придет Саша, настоящие люди, я тебе тогда говорю, будут покажи мне документы, документацию тогда будут с расследования. того времени, 91 год, покажи мне документацию, хотя бы какую-то, я промолчу, давай. Лиссабонский протокол, может, покажешь мне, давай еще что-то показывай, давай. Документы, я ж тебе Ты, кстати, объяснил, читал его? что Читал произошло... Лиссабонский протокол? Что? Лиссабонский протокол читал? Нет, не читал. Что произошло, Запиши себе там, понимаешь? да. Запись Запиши. идет, зачем мне что-то Да. записывать? Потом пересмотришь, подучишь чуть-чуть. Да. Да. Понимаешь, то, Видишь, что я тебя происходит называю. там, вы легитимируете. То же самое происходит Что делаем? у вас, вы Что не делаем? легитимируете. Что делаем еще раз? Что делаем? Оправдываете. Легитимируем? Воспринимаете Что как это за за слово? положенное. Те люди, которые собрались разваливать там союз, они не имели Бабушка на это Саша. права. Бабушка Должен был Саша. собраться съезд, а Бабуля, не совет. бабуль, что должен был собраться еще раз? Съезд Съезд. чего? Кого? Кого? Кого съезд? Сейчас я тебя включу, послухай. Кого Послушай. съезд? Да, не надо мне, ты мне документ включи, покажи мне, где должен собраться кто-то, покажи мне, где это написано в документе. Обожди, я тебе покажу. Я программы твои, я звук выключу на программу, еще раз тебе говорю, документ мне дай, пожалуйста, и А. все. Конечно. А зачем? Смотри, ты мне новости российские будешь включать. Иванец, хитрец. Проплаченных журналистов, покажи мне документы, все, я тебя отстану, я скажу, я проплаченных сдулся, скажу, чувак. журналистов. Там они снимают съемку, там даже совет, смотри, ползала, 10-1,5 инвалида собралось и решили за 300 Я миллионов человек. Я тебе сейчас включу
такого же пропагандиста, только с другой стороны. И он другую информацию расскажет. Зачем мне мериться А там пропагандистами? не Ты рассказывают, там понимаешь, показывают. понимаешь, для этого придуманный был закон, законодательство Да, называется. которое потом Если не ты стало ссылаешься, соблюдаться. если ты ссылаешься на прецедентное право, если ты не знаешь, что такое, потом подучишь. Прецедент я Прецедент знаю, что такой. такое. Президент, Прецедент. Я понимаю, что такое прецедент. прецедент. Так вот, если такое прецедентное право, оно самое, самое третье идет по счету. Сначала идет национальное право у нас в стране. Если это взаимоотношения между странами, это идет международное право, а потом прецедентное право. Оно в юриспруденции, оно 50-50, понимаешь, регулируется. Если ты хочешь не на него сослаться, на то, что было такое, так ты мне должен показать документ один, документ другой. Ну, сказать, смотри, вот в этом документе было такое, и тогда мы имеем право делать вот это вот, понимаешь? Например, я тебе приведу пример. Когда американцы, с кем они воевали, блин, хрен я уже забыл, блин, с какой-то страной воевали, они поставляли им оружие этой стране, помогали, а эти были союзники им. Так вот, в прецедентном праве можно сослаться на то, что американцев сделали виноватым в том, что они поставляли оружие, и страной-агрессором назвали их. Вот тогда я могу вам сказать, смотри, вот видишь документ, тогда Россия, поставляя оружие ДНР и ЛНР, тоже есть агрессором, потому что прецедентное право. Американцы были, и вы были. Вот один документ, другой документ. Я тебе Революция рассказал это что об этом. такое революция? Законное или незаконное действие? Революция может быть в скобках. Что такое скобки? Лобки по-русски. Скобочки, да, такие собачки? Я понимаю, да. Да. Это, значит, может быть как афоризм звучать. Вот как Революция вы решили гидности. это вы. Ой, У нас пишется революция в скобках гидности. Революция Да. гидности. Что подразумевает внутренняя революция человека. Это не говорит о том, Вот что это был это, переворот. ну, как я Для, люблю для того, услышать чтобы... вас. Так ты так посмотри документы просто, и все. А для того, чтобы это назвать реальным революцией или переворотом, должно быть решение суда. Ну как И может всё. быть решение, Иван, если к власти у вас пришли было. те, кто переворачивали? Никакого не будет решения. Не будет. Переворот – это свержение власти. Да. Да. И Узурпация три власти. ветви. Не Три был поменен ветви строй власти. политический. Три ветви власти существует. Три всего. Ой, Ванька. И должны их были перевернуть. Послушай меня. Ваня. Должны были их перевернуть. Ты меня прибиваешь, Саш. Я сейчас просто не буду молчать, существуйте, все, будешь наваливать сам, если тебе неинтересно. Для того, чтобы это назвать переворотом, должны были свернуть все три власти, три ветви власти. Как это было в Советском Союзе, когда Романовых свергали. Там так и написано в этом, в Конституции Советского Союза. Прецедент. После свержения предыдущей власти, так и написано в первом пункте, или в втором, не Ваня, помню. нету у тебя логического мышления. Я говорю, прецедент. Нету все. И ты дальше Нет, продолжаешь. это не прецедент. Ты не Это понимаешь, при на чем что здесь я теперь прецедент? ссылаюсь? Я тебе говорю, что в Конституции об этом сказано. Я тебе сейчас звук выключу, ты меня перебиваешь. Смотри, не перебивай, тогда я включу звук, включаю тебе, смотри, включил, ты меня не перебиваешь. Вот, для этого, чтобы понять, что оно был переворот, надо воспользоваться самим термином, который говорит о том, что после свержения трех ветвей власти, когда оно все убирается, меняется строй, государственный строй меняется, Прецедент. меняется вся власть. Что? Прецедент. Там поменялся строй. Из монархической системы перешел в социалистическую систему. Там строй поменялся. У нас строй не менялся. Не менялся. Не менялся строй Не у нас в менялся. 2014 году. Не менялся. Не У нас как менялся. было демократическое, капиталистическое государство, капиталистическим оставался. Да. Республикой. Да. Да. Она не перешло. Всего две формы правления есть. И монархическая, и республиканская. У нас была республиканская осталась. У нас тогда не поменялось. Нет. Три ветви власти, которые были, они же и остались. А там поменялось. То есть не подходит прецедент, понимаешь? Прецедент? Как раз таки не подходит. подходит. Там поменялось. Прецедент. Говорю Это и есть еще раз, называется там прецедент. Я Это тебе ж- опять выключаю тебе звук, смотри. Там поменялось, там власть поменялась, а тут не поменялось, понимаешь? Я тоже выключаю тебе звук и рассказываю. Прецедент – это и есть то, что чего когда-то не было. Происходит какая-то ситуация, и есть прецедент. Что теперь от этого, после этого, вернее, можно отталкиваться. Это и был прецедент. Законами решил болтать. Сам ничего не соблюдать, ничего не принимать. С законами решил болтать. Нет, Ванька, нет. Значит, смотри, еще раз я говорю, что такое прецедент.
Будешь меня прибивать, опять я звук выключу. Я тебе тоже буду Андрей. звук выключать. Давай как тебе угодно. Я сейчас сразу скажу и буду бежать уже, смотри. Тогда я Прецедент тебе это не дам когда вообще говорить. До совпадает, свидания, совпадает. Иван. Хитрый какой, да? Я, говорит, сейчас скажу и пойду, говорит. Нафиг ты мне нужен?